Итак, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас рост до небес. Новый рост до небес. Соответственно, будем пытаться добыть изумрудиков для следующего события. Чем больше, тем лучше. Забираем дары. У посла не забывайте это делать. 3 раза можно забрать. В целом 200 изумрудов получить. Ну и также у нас задание на трату изумрудов. А вот на трату 1000 изумрудов событие закончилось. То есть, если бы оно было, тоже было бы приятным бонусом. Итак, начнем. У меня около 1 000 000 монеток. Ну и, соответственно, будем пытаться что-то сделать. Так, ну, улучшаем Ореоха. Здоровье ему никогда лишним не будет. Не хватает у нас 5 карточек. Да и я, как обычно, затупил. Потому что, конечно же, мы первым делом идем что? Правильно. Мы берем бонусы. Мы берем бонусы на эволюцию. И берем бонусы на повышение героев. Все, бонусы мы взяли. Соответственно, теперь можно и приступать. Так. Фиолетового у меня. Риоха нету, что ли? А, я фиолетового не получил. Так что перевести не получится. Ну, ничего страшного. Добудем мы 5 карточек. Пока, значит, качаем Амараки. Поехали. Он у нас на первом пробуждении. Соответственно, качаем его по максимуму. Ну вот, прекрасно. Вернули мы его на 6 уровень. Дает он у нас 14 кровотечения. Дает дополнительную атаку. Герой прекрасный. Так, и еще разок нам надо сделать улучшение. Так, он у меня не пробужден. Соответственно, можно его сейчас будет пробудить и вернуть на 6 уровень. Так, ну 10 раз мы сделали. Следите внимательно, потому что... Так, а здесь он нам выдает... А, это у меня все. Я дико извиняюсь. Это он у меня показывает, что я сделал задание. То есть это здесь я 10 раз улучшил. Там еще 3 раза надо улучшить. Я и думаю, что что-то не бьется. Так. Идем и продолжаем улучшать. Вот. На 6 мы его сделали. Теперь мы его пробуждаем. Он сохраняет характеристики и гоним его дальше. Раз. И пока что 2. Все, 10 призывов, 10 улучшений мы сделали. Забираем свои 50 изумрудиков. И теперь нам нужно 15 раз улучшить героев. Переходим. И начинаем потихонечку повышать. 4, 5. Ну вот и прекрасно. Теперь он у меня 43-49. Тоже не самый плохой герой. Особенно в команду природы он войдет неплохо. Много здоровья, как для стрелка. Плюс призывает еще маленького миньончика. Так, ну а здесь мы улучшаем Моргенштерна. Так, здесь мы его гоним по максимуму. Взял он на 6 уровень. И 7. Немножечко не хватает, опять же. Сейчас попробуем найти фиолетовый порядок. Ближник. Ага. Значит, у нас мало его карточек. Да, 54 карточки. Соответственно, мы только 3 карточки можем эволюционировать. Это мало. Здесь есть 5000. Но перегонять их я не вижу смысла. Потому что мне его тоже нужно качать на 13 уровень. Соответственно, не будем этой ерундой заниматься. Так, идем дальше. Прекрасный герой. Один из топовых героев порядка. Харон.
даем ему улучшение. Конг, царь обезьян, средненький герой, но тоже неплохо. Также Ал, принц песков. Дадим ему немножко здоровья. Моя любимая панда. Хоть и мало где играется, но мне этот герой очень нравится. До 9 уровня качнули, отлично. На 11 он будет 40-110. И будет призывать уже 25 урона на случайные клетки. Так, у нас есть мадам Агония, которую мы тоже сейчас повысим. Так, 325, пробуждение, пробуждаем ее. И качаем дальше, на максимум уже. 14-15 раз, все. Выполнили мы второе задание. Забираем наградку, свои 100 изумрудиков. 25 раз на 200 изумрудов. Окей. Сейчас будем потихонечку делать. Так, продолжаем качать мадам Агонию. И опять же, чуть-чуть нам не хватает на 9 уровень. Ну-ка, если посмотреть. Фиолетовая, хаос, стрелок. Вот у нас мадам Агония. Эволюция. Не хватает нам 5 карточек. Ну, давайте переведем 5 карт. 5. Все. Снимаем ограничения. И качаем мадам Агонию на 9 уровень. Вот, отлично. Так. Мистер Воскут. Качаем его. И последний раз на 6 уровень как раз. Ну, прекрасно. Так. Аполлон. Тоже сейчас его хорошенько прокачаем. Так, он у нас пробужден. Да, он у нас пробужден. Качаем Аполлошу. Ведем его на максималку. Ну, отлично. На 8 уровень мы его закинули. Так, моя любимая Дискордия. Так, а не получится ли у нас дать ей еще 15 карточек и дать ей 11 уровень? Так, опять же, хаос, стрелки, фиолет. Вот она, мадам наша. Нам нужно дать ей 15 карточек. Ну, я думаю, дадим ей. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, прекрасно. Убираем опять же ограничения и спокойно вкачиваем Дискордию на 11. Замечательно. Так, можем чуть-чуть повысить Тритона, что тоже не может не радовать. Так, немножко повысим Ханака. Йорик с последнего магазина, который мне упал, тоже его немножечко апнем. Так, она у нас пробуждена? Нет, она у нас не пробуждена. Значит, пробуждаем ее. Пробуждаем. И гоним на 6. 23, 24, 25. Все. Сделали мы 25 улучшений. Забираем 200 кристаллов, изумрудов. И надо нам 40 раз улучшить. Ну вот, скорее всего, вот это у меня последнее будет. То, что я сделаю, потому что легендарки потихоньку будут заканчиваться. Ну, посмотрим. Так. 57. Можно ей поднять атаку. 5 карточек нам нужно. Это у нас природа, атака. Фиолетовые. Так, так, так. Где-то, а тебя, походу, и нету.
Мгм. Так, это же природа или порядок? Это Мэри будет. Да. Что-то я запутался. Мало-мало. Так, это у нас Аматерасу. Не то. Не то. Это Жанна. Так, природа ближники. Нет. Порядок ближники. Вот она. Так. После Жанны она у нас идет. У нее нету, что ли, получается? Как-то странно очень. Ну это да, это... Это будет Титания. Да нет, но у меня должны быть и синие, и фиолетовые карточки такие. А, вот. Синие, а фиолетовые что, у меня нет, что ли? Есть. Вот. Так, нам нужно 5. Раз, два, три, 4, 5. Все. Что потерялся немножечко. Так, улучшаем ее. Все. С этим мы разобрались. Так, теперь Супер Мэри у нас. Она у нас тоже не пробуждена. Мы ее тоже сейчас пробуждаем. И гоним обратно на 6 уровень. Ну все, прекрасно. Она у нас на 6. Так, мы переходим к Ба. Ну, Ба мне совсем мало выпало с события, так что вот один раз улучшили и все. Вот есть у нас вот такая девочка. Тоже мы ее сейчас пробуждаем. Пробуждаем и гоним вперед ее. У нее много здоровья, у нее небольшая атака априори. Ну, даже на 7 уровень мы ее загоняем. Прекрасно. Но у нее много здоровья. Так, теперь у нас Кощей. Кощей у нас пробужденный. Поэтому просто 2 раза его улучшаем. Также вот у нас пробужденная красная жрица. Гоним ее. Ага, и чуть-чуть нам не хватает на 10 уровень ее. Давайте ее сейчас переведем. Так. Вот она у нас. Ее мне нормально карточек нападала. Нам нужно 5 штучек. Все. Сделали. Повышаем ее. Ну и 51,69. И вот повысится. Потом будет 28,30. Ну, уже нормально будет. Так, один из самых бесполезных героев. Ну, тоже качнем его. Почему нет? Он есть, значит надо его качать. Пробуждаем его. И гоним дальше. 4 уровень. 5 и 6. Все. И мы закончили. Также у нас есть Регардус D+, пробужденный. Чуть-чуть нам не хватит вернуть его на 6 уровень. «12 карточек не хватает. Так, хаос, стрелок, фиолетовый. Так, Регардиус D+. Ага, вот он у меня. У меня здесь на 6 уровне. И сможем мы тут дать
Ну да, почему нет? Тридцать шесть, 37, 38, 39, 40. Все. D плюса мы сейчас на 6 уровень сделаем. Отлично. Так, теперь наша любимая Афродита. Мы ее пробуждаем. И гоним на максимум. Афродита это топовый реально стрелок порядка. Ее исцеление это просто сказка. Плюс еще он наносит урон, призывает пентаграммы здоровья. Пентаграммы это не руны, они действуют постоянно. Так, забираем 350. 70 раз. 650. Ну, давайте сделаем. В этом случае попробуем сделать. Так. Так, гоним ее дальше. 7, 8. Прекрасно. Так, теперь моя любимая Афина, которую я тоже не так давно достал с магазина. Гоним ее. И последний раз. Как раз на 6 уровень. Прекрасно. Так. Далее у нас Целкит. Даем ей 10 и, что самое главное, даем ей 11 уровень. Все прекрасно. Целкит и Виксен. Это из основной колоды на данный момент, так что качаем их. Так, ну и Бастет. 5 и даем ей 6. Она у нас пробуждена, да, пробуждена. Так, ну и он у нас тоже пробужден. И гоним Ланселота. Посмотрим, сколько он у нас будет. 16 блок уже. 18 атака. 65 здоровья. Ну, 21 атака, 65 здоровья. Блок 16. Атакован союзник дает 12 урона атаковавшему. Так. Далее у нас есть вот такой зверь. Пожиратель плоти. И, соответственно, будем гнать его. Он у нас не пробужден. То есть гоним до 6 уровня, пробуждаем и гоним дальше. Если получится. Так, все, 6 уровень мы ему дали. Пробуждаем его. И гоним обратно. Ну, уже с более высокими характеристиками, как вы заметили. Все, 6 есть. И даже вот 7 ему даем. Прекрасно. Так, смотрим дальше. Кого мы еще можем, в принципе, безболезненно. Так, она у нас пробуждена даже на 11, так что можно ее еще немножко ей дать. Прекрасно. 10 уровень. Так. Кто у нас еще из таких есть? Так, пробуждение на 11. Пока не будем. Так, смотрим. Ага, мы можем пробудить. Она у нас на 11. Пробуждаем. И погнали. На 11 нам не хватит, конечно, но мы ее приблизим. И она все равно
будет посильнее немножко. Так, так, так. Бам, сделали. У нас есть такой 11. На 16 его надо пробуждать. Так, так. Так, вот у нас есть, можно разок дать. Этим зданием я в принципе вообще не пользуюсь. Так что можно его смело пробуждать. Ну, до 6 догоним, и уже хорошо будет. Даже до 7. Отлично. Так, этим разобрали. Здесь у нас уже 11 уровень требует. Здесь 16. Так, а вот здесь вот. Тебя я не хочу пока трогать. Так, тогда до 11 догоним нашего жонглера хаоса. Так, синие карточки посмотрим. Нам нужен для улучшения нужно им давать 13 уровень, чтобы связи делать духовные. Что мы тут можем? Пробуждение на 11. Отлично. Мы его пробуждаем. И гоним. 5, 6. Ну, вообще вы видите, что увеличились карты, а изумрудов не прибавилось. То есть, соответственно, мы, получается, все равно по росту будем уходить в минус. Так, следующее пробуждение у него на 16. Тогда доводим его до 13 и пока останавливаемся. Так, здесь у нас пробуждение 11 уровень также делаем, пробуждаем и гоним, соответственно, обратно на 11 либо на 13. Сейчас посмотрим, как он пройдет. Да, можно на 13 его сразу загонять и там пока и оставлять. Так, все, это мы сделали. Получаем свои 650 изумрудов. Следующее 1100, но 115 раз нужно улучшить. Вот теперь дилемма, можем ли мы это сделать. К сожалению, у нас сейчас нету акции на двойное золото. Если бы была акция на двойное золото, то есть 200 тысяч за 500 изумрудов, то я бы с радостью тогда вписался. Но так получается, у меня 624 тысячи. Сейчас мы посмотрим, конечно. Вот сейчас синьки посмотрим, сколько у нас можно будет эволюционировать. Так, пробуждение. Раз. Это мы даем 12 уровней. 2 мы даем 24. 36. 48.
48, 60. Да. Да, похоже, не наберем мы. Если же он хочет 16 уровня, а у нас на 16 уже золота не хватит просто. Ага. Вот ее мы можем пробудить, да? Прекрасно. Мы ее пробуждаем. Соответственно, 72. Восемьдесят 4. Так, ищем. 84 пока что у нас набралось. Ага. 96. 108. Ладно, тогда будем пробовать. Пробуем все-таки на 1100. Так, пробуждение. Пробудили. И погнали. Спасибо за 10 изумрудиков. Так, гоним всех на 11 уровень. Все, есть 11. Так. 11. Пробуждаем. И погнали обратно. Попробуем сделать все-таки это. 1000 изумрудов нам точно к событию не помешает, тем более, что там новый герой. Нужно будет постараться его получить. Все, сделали. Следующий у нас. Да. И пробуждаем ее. И гоним обратно на 1.
10, 11. Все сделали. Так, это у нас 16 уровень. Пробеждаем. И гоним. И как бы, как сами видите, рассказывать-то особо и нечего. Просто тратим золотишко, которое копили, чтобы получить как можно больше изумрудиков. Все, как раз на 11 уровень его вывели. Так. Это 16, 16, 16. Так, ты у нас 16, тоже 16, тоже 16, 16. Так, ищем тех, кого мы можем пробудить на 11 уровне. Вроде тебя, да. Улучшаем, пробуждаем. Так, синие карточки хорошо падают. Даже отчасти лучше, чем белые. Поэтому, в принципе, у нас с ними проблем быть особо не должно. Но вот то, что, конечно, порезали рост, это очень грустно и печально. 10 и 11. Так, все, с тобой мы разобрались. Да просто у него, чтобы что-нибудь висело. Людям тоже надо квестики выполнять. Так, 16, 16, 16, 16. В общем, опять 11. Вот, можем пробудить. Пробуждаем. И гоним дальше ее. Говорить на древнем языке. Может и говорить. 9, 10 и 11. Отлично, с ней мы разобрались. Так. 15, 16. Продолжаем искать дальше. 16. Гробовщик у нас тоже 16. Мусорщик 16. Так, кочевник. Жабка тоже вроде, да, на 16. Это 16 уровень. Так, и ты тоже 16. Так, юный грифон. Панда. Девушка магия. Снежная дева. Мясник. Людоящер. Непобедимый боец. Нет, все не то. Некромант. Так, тарапка. Вот у нас пробуждена. Гоним ее на 11. Так, 8, 9, 10 и 11 уровень. И мы закончили. Так, цветочек у нас на 16, монах на 16, хитрая змея на 16, друид тоже на 16. Так. Так, вот. Нашли мы очередную жертву. Акулу. И загоняем ее на 11 уровень. Золотишко у нас пока половина потрачена из того, что было.
Поэтому не забывайте про золотую шахту. Все, выгнали на 11. Так. Дух воды нет. Дружелюбный нет. Этот у нас вообще на 21, да. Так. Коша. Ну, это тоже 21. Да. 16. 16. 16. Здесь тоже вроде, да. Тоже на 16. Тоже на 16. Ну, вот его еще можно рассмотреть, если не будет хватать. Он сейчас на 13, в принципе. 3 уровня ему поднять, и можно гнать его опять. 21. 16. Так, это тоже 21 уже. 16. 15. Тоже вот, опять же, 3 уровня ему можно поднять и выгнать его на 11 потом. Так, это все. Так, следует уровень 11. Гоним, пробуждаем. И опять на 11 выгоняем его. Пятый. Шестой. Вы рассчитываете силы свои в каждом росте, потому что как бы обидно, когда чуть-чуть не удастся, например, догнать для того, чтобы получить изумруды. И зависните на без золота или без карт. Вот что печально. Так что будьте внимательны. Гатте. Гоним ее на 11 уровень. Вот уже 100 раз мы сделали. 15 раз нам осталось сделать. В принципе, все, значит, рассчитали мы верно. Пять. 11. Так, Гатте мы сделали. На 16, на 21. Можем пробудить. Вау, вообще прекрасно. Ну и все тогда. Вот и мы и закончим наше задание. 8, 109, 10. Сто 14 и 115. Задание выполнено. Забираем 1100 изумрудиков. Ну и на этом, собственно говоря, для меня этот рост закончен. Я больше тратиться не буду, потому что не вижу смысла. Выше будет очень дорого для меня получится. И никуда будет от этого не деться. Так, ну и напоследок давайте проведем пару боев в башне. Посмотрите, каких мне дают кренделей. Я возьму пирата. Выбираем ему волка. И вот ради интереса. Ну, это еще по-божески. На самом деле. Это еще по-божески. Понятно. Так, у нас есть доп. Атака для хорошего стрелка какого-нибудь. Это хорошо.
Ага, ну, логично. Ставим волков. И ставим вот такую клюшку. Не хочет он пока на нас немоту накладывать. Ну, не хочет и не надо. Так, что мы тут можем? Можем вот так вот сыграть. Угу. Не есть хорошо. А вот это неплохо. Рунок мы ему раскидали немножко, но у нас здоровье, конечно, подпросело. Честно говоря, вот сейчас немоту я даже не знаю. Ну, почему бы и нет. Действительно. Тогда, значит, ставим ореха. Здесь орех раскидывает. Так. Что мы тут можем? Можем вот так, например, сыграть. Маленько почиститься. Ну, это пускай. Начинаем раздамаживать. В принципе, вы сами все видите. Маленько подлечиться. Лечение здесь точно нам не помешает. Ну, хорошо, что не на ореха. Он кинул нам единичку здоровья. Так, давайте вот так вот руну смерти сюда поставим просто. Начинаем его уже конкретно дамажить. Так, вот сюда. Ну все, он стоит, подлетал. И эту битву мы выигрываем. Забиваем. Крайне повезло, он нематон использовал просто отвратительно. И сразу же после этого пришел орех. То есть ряд был закрыт полностью. Попробуем еще разок. Так, 85 здоровья. Ну ничего страшного. Нам главное закрыть нашу первую линию и чтобы нам дало хороших стрелков. Все. Угу. Сейчас, по идее, должна немота пойти. Нет, смотрите, он не хочет. Ага. Ну, давайте так тогда. Вот это плохо.
Это плохо. Ну все, фактически проиграли. Фактически мы проиграли. Ну, тут даже поставить-то нечего. Так, ну остается ставить только вот так вот. Может, здесь даже здоровье-то восстанавливать уже нету смысла. Ну, тут мы, к сожалению, проигрываем. Но тут и были послабее, да. Здесь решают все герои. Здесь никакие тактики, ничего вам практически не нужно. Ну, 5% тактики, все остальное это будут решать герои и прочее. Ну, вот здесь тоже, вот видите, его команду. То есть вот приблизительно вот такого уровня герои у него и будут выходить. Ну, посмотрим, что мы тут можем сделать. Ну, мне кажется, много мы тут уже не наделаем. Так, ну это ладно. Вот так вот даже. Вот так вот даже. Ну, почистим стол. Ну, надолго ли? Ну, немота? Нет, смотрите-ка, упорно не хочет нам немоту кидать. Ну, нам особо и нечему убить-то. Снизить атаку, а смысл? Нет, ну, почему бы и нет, конечно, но... Ну, собственно, убивать-то нам его и нечем. У него еще камни выйдут. Он еще немоту не клал. То есть, дело такое. Компьютер иногда очень своеобразно играет, если честно. Он может вообще забыть немоту положить. Как-то не совсем я понимаю суть, но ладно. Что мы тут можем? Ну, можем вот так вот, в принципе, вообще сыграть. Здесь, наверное, да, его действительно была один из лучших вариантов. Ну, как видите. Вот и немота пришла. Вот и немота пришла. И камень. И сейчас нам будет очень сложно. Сейчас нам будет очень сложно здесь играть. Вот опять же, немножечко не зашло. Вот сюда бы поставил, уже было бы лучше. Так, нет. Случайному врагу порядка. Ну и этот ряд мы почистили. Что нам это дало? Практически ничего. От хила не приходит. От хила совсем не приходит. И, соответственно, ну еще и кристаллы так стали замечательно, что дальше ехать некуда. Да, здесь поражение. Оп, опять же.
Вышел у него вот этот герой, очень хорошо зашел, и хоть мы не мату и кинули, она нам особо ничего не дала. Ну, а на этой отчасти не очень веселой ноте я буду заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Все, дамы и господа, пока-пока. Пока.